Представители знака зодиака Рыбы. Мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Второй расклад неожиданности и сюрпризы июля. Давайте узнаем, каковы же неожиданности и сюрпризы июля, события до конца месяца. У нас сегодня две колоды. Таро карты, которые мы раскроем позже, и карты старинного цыганского пасьянса, которые нам раскроют больше событийный ряд. Что может произойти или где-то наши действия. Конечно, будем реалистами, может и ничего не совпасть, но я надеюсь, жизнь не бывает полностью предсказуема. Если допустить какие-то альтернативные варианты развития событий, то мы тоже, какие-то вопросы по организации собственной жизни можем, как будто предвосхитить, просчитать на пару шагов вперед или быть готовым к этим неожиданностям. Итак, давайте узнаем. Я смотрю на значение выпавших карт, и вы смотрите тоже. Если я что-то пропустила, напишите, и мы это обсудим. Итак, что нам для рыб и рыбок расскажут карты? Каковы события, неожиданности и сюрпризы до конца июля? Вот так, сразу вам. Может быть, не самых где-то, если мы берем отсчет от середины июля, хотя, конечно, все границы такие размытые, сроки временные я имею в виду, но где-то ближе именно середина, уже с заходом на вторую половину, какое-то исполнение желания у вас будет. Вот что-то у вас получится осуществить, корабль. А еще это один из символов Меркурия, правда, какое-то исполнение желаний. Но на этом дело как будто не заканчивается. Вы будете еще что-то ожидать. Может быть, это как добрая весть какая-то к вам приходит. Но и есть тот пункт, вы как будто это сами понимаете, потому что именно рядом с кораблем расположена древка, и в этой колоде карт это мы ждем результата, может быть, получение документа. Тут мы чего-то не можем ускорить, но где-то предвосхищаем, что наше желание исполняется. Или у нас есть какие-то очень хорошие варианты. Для кого-то из вас вам придется отправиться в те или иные инстанции. Выпадает корона. Символ власти, как известно. И в этой колоде не исключение. Вы можете в тех или иных организациях или на работе буквально обращаться к руководителю или к чиновникам, какие-то вопросы согласовывать по части, самые разные документы бывают. Но и давайте мы посмотрим дальше, в каком ракурсе нам это откроют. Вы можете по какому-то поводу переживать. Это вот выпадает еще и череп, это есть переживание. Давайте откроем, что это будет означать. Чаще всего это то, что ты не переложишь ни на какую конкретику. Это внутреннее состояние. Нам так кажется. Или мы волнуемся по какому-то вопросу, к примеру, получится, не получится. И сами себе можем добавлять каких-то ненужных мыслей, вот этой глубокой философии, да, скорее всего так, потому что я не вижу это точно. Это пустые какие-то переживания совершенно. Вам рациональным быть нужно, да, это факт. Но держать руку на пульсе, это тоже. Смотрите, снова карта власти, и выпадает в этой колоде карт как казенный дом. Опять же, учреждение. Когда вы что-то согласовываете, может быть, вы будете не раз и отправляться или беседовать с представителями законной власти или с какими-то чиновниками. Какой-то ваш путь задуманный или желание само по себе, вы понимаете, за один-два захода не решится. Где-то нужно и подождать, а где-то нужно и походить по кабинетам. Вот есть такой момент, и вы будете как будто вторую половину
июля этим заниматься или искать информацию, мои дорогие. Что я еще не увидела? Гости какие-то могут быть у вас. Вот интересно. Смотрите, вместе с картой власти выпадают именно гости. Да, это может быть какой-то визитер, которого вы не ожидали дома, кстати. Вот, будьте внимательны. Или, может быть, вы его и ожидали. Человек буквально при власти по разным вопросам, поэтому собой не рискуйте. У кого-то из вас могут быть и по-другому альтернативно разворачиваться события. Это когда вы идете куда-то в гости, и там вы, к примеру, знакомитесь с человеком, который занимает высокий пост или который имеет какие-то рычаги влияния. Вот такое знакомство тоже может произойти случайно. Давайте посмотрим, что нам еще скажут карты. А вообще что-то доброе, хорошее, правда, нечего сказать. Семейное счастье. Вот смотрите, какие-то многие вопросы для вас решатся. И до конца, по крайней мере, к концу месяца июля. Семейное счастье – это еще и баланс нашей души. Когда мы с собой остаемся довольны. Когда есть те люди, которые действительно, может быть, и за нас порадоваться готовы, и помочь нам готовы, и, ну вот, как единение души с нашим ближайшим окружением. Ну и, безусловно, это любовь, мои дорогие. И у вас дважды любовь, потому что еще и выпадает, посмотрите, сердце. Может быть, какая-то важная встреча. А кто-то из вас, вполне вероятно, мои дорогие рыбы и рыбки, вы отправитесь куда-то в гости, и вы там можете с кем-то познакомиться. Вполне и такое могу предположить. Или кто знает, какие вы планы перед собой ставите. Может быть, это будут не гости. А отправляясь, у нас две карты, которые про власть, про властные структуры, про организацию, про в целом какую-то систему иерархии, учреждения, организации, куда вы можете отправляться и как раз вот этими вопросами заниматься. Там может вполне произойти какое-то случайное знакомство. Пожалуй, тысячи вариантов возможных событий, развития, но посмотрите, чтобы подытожить. Карта, или точнее значение корабля – это исполнение желаний. Но если абстрагироваться, это один из символов Меркурия, и поэтому, если вы занимаетесь торговлей, торговля идет в гору, ну то что-то у вас улучшается. Какие-либо согласования по части учреждений я вижу тоже в положительном ключе. Личная жизнь как-то вот расцветает, не побоюсь этого сказать, или какие-то вопросы любви, взаимопонимания, доверия. Это тоже для вас играет новым вдохновением, новыми красками. Но есть и те моменты, когда вам нужно и подождать что-то. Давайте мы дополним теперь. Есть и гости, да. Дополним картами Таро. Неожиданности и сюрпризы. Что нам расскажет? Неожиданности и сюрпризы июля для вас, мои дорогие рыбы и рыбки. Начало чего-то нового. У кого-то может совпасть решение денежных вопросов по части, например, ваши дети, взрослый, может быть, ребенок начинает обучение. Или вы сами, мои дорогие рыбы и рыбки, начинаете обучение, тогда Паш, это когда мы только готовы приступить. Или приступили только что, какой-то начальный период изучения чего-либо, и у вас что-то получается. Но эти знания, они вам пригодятся. Нам всегда говорит карта Паш Пентаклей, что эти знания ты в последующем переложишь на практику и сумеешь, или они тебе помогут даже, ну, либо изменить статус, либо заработать больше денег. Вот как-то так. Неожиданности и сюрпризы. Не совсем это неожиданность, это то, что вы, скорее всего, планируете. Просто вы видите, что у вас это получается. И все сохраняйте, правда. Четверка пентаклей, вот обратите внимание. Какая красноречивая карта. Сумочку к груди прижала девушка и сказала: все, кошелечек закрыт, никому ничего не дам. Я называю эту карту карта жадины.
Но вам нужно быть жадиной, вам нужно думать о себе, у вас тут что-то решается. Причем так вот медленно, но верно, в благополучную сторону. И это не есть неожиданность, а это скорее вы понимаете, что мне нужно быть в этих энергиях, вот на сохранение. Что же еще? Как бы обе карты не о неожиданностях. А это нужно увидеть реальность. Может быть, что-то нас, вот мы ждем, да, и не знаем, получится, не получится. Или это карта, когда мы переживаем за что-то. А карта нам одновременно говорит в первую очередь, открой глаза. Это карта внутренних страхов, внутренних сомнений, и мы больше сомневаемся, чем видим, что же есть по факту. Увидеть, что есть по факту. Исключить полностью какую-то ненужную глубокую философию на мелком месте, потому что все сомнения идут именно как бы изнутри. Девушка, которая закрыла глаза и, как я сказала, не видит реальность, она смотрит вглубь себя. Это как раз по части вот этой философии ненужной. Она вам может просто мешать. Что есть в реальности ваша задача? Неожиданности и сюрпризы. Опять же, нет никаких неожиданностей, 3 карты. А вот приятности будут. Еще одна карта. 9 чаш. Карта самодостаточности. Карта, кстати, денежная, когда есть деньги. Значит, деньги у вас будут. Но деньги надо сохранять. Может быть, их не так много, как вы предполагали. А вот как раз вот этот прогресс по деньгам, он только может быть. Это когда мы собой довольны. Я называю еще 9 чаш картой эгоиста. И тогда с учетом карты жадины, карты эгоиста, вот 2 такие карты, неожиданности и сюрпризы. Это нам так Таро отвечает. И вот для вас в этот период нужно быть отчасти эгоистом и отчасти жадиной. Уметь сохранить все то, что у вас есть. И не переключиться на какие-то, знаете, малозначимые вопросы или те, которые не способствуют вашему развитию или не способствуют осуществлению вашей мечты, целей, намерений, а немножко побыть на своей волне. Это совершенно необходимо, потому что что-то у вас получается. Но если вы будете себя распылять в нескольких направлениях, вы что-то можете упустить, а потом будете об этом сожалеть. Вот смотрите, 2 девятки, как будто рыбы и рыбки делают выбор. Если вы не видите, что происходит вокруг вас, а сами себе только в эмоциях живете, тут некогда думать, тут нужно действовать, причем действовать очень разумно. И где-то на сохранение в том числе, сохранение ожидания где-то. Сюрпризы, давайте вот так. Поставлю вопросы, нам так и не говорят о чем-то. Но больше ничего не тяну, правда, семейное счастье. Ну вот, с одной стороны, спокойный период жизни. Где-то с ожиданиями, но и возможностями. Тут нужно какую-то вашу победу, какой-то успех или успешное решение какого-то вопроса вам нужно будет сохранять. Или какие-то свои навыки, или организовать свою жизнь. Вот тоже в таких вот, как по картам, да, энергия, когда мы себя не тиражируем, когда мы сохраняем буквально и деньги, и силы, и время, и вот на будущее что-то изучаем или думаем, обдумываем, как мы будем жить дальше, что-то просчитываем, может быть, и по финансам. И 10 чаш – это карта в целом благополучия. И ведь у вас как раз и выпадает и любовь, как по сердцу, как и семейное счастье. То есть свою жизнь даже для тех, кто один или одна, как-то обустроить по-другому. Или, мои дорогие, с кем-то познакомиться. Или дом полная чаша, 10 чаш об этом тоже говорит. Это благополучие в квадрате, когда все сферы жизни, и то, что где-то касается денег, и то, что отношений с близкими, и какие-то ваши честолюбивые планы, все находится в едином балансе. Вот такая вторая половина видится картами для вас, мои дорогие рыбы и рыбки. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.